Всем привет! С вами Валерия. Приглашаю вас заглянуть в мой волшебный мир творчества. В первую очередь хочу извиниться перед моими подписчиками. Прошу прощения за мое столь длительное отсутствие. К сожалению, творчеством все это время я практически не занималась, не снимала и не монтировала новые видео. Думаю, что многим из вас знакомо такое понятие, как выгорание. У меня полностью пропало вдохновение, желания творить не было. И спустя вот такое огромное количество времени вдохновение ко мне вернулось. У меня появилось желание что-то творить, делать, мастерить и радовать вас. Мои дорогие подписчики, все те, кто так долго ждал моих новых видео, огромное всем вам спасибо за то, что вы продолжали оставаться со мной, за то, что не отписались. Я искренне благодарна всем вам за то, что вы у меня есть. Так как новые мастер-классы находятся на стадии съемки и монтажа, я все-таки решила опубликовать два мастер-класса, которые совершенно не подходят под летний сезон. Вы их можете сохранить в копилочку и использовать в подходящее время. Желаю всем вам приятного просмотра и волшебного творческого вдохновения. Из тонкого прочного картона вырезаю две одинаковые детали размером 10 на 15 сантиметров. На каждой детали с обеих сторон делаю одинаковые надрезы глубиной 3 сантиметра. Для петель подойдет флористическая проволока диаметром 0,8 или 1 мм. Стыки для надежности оклеиваю бумажным скотчем. В описании под видео вы найдете ссылку на распечатки, а также ссылку на мастер-класс по работе с распечатками, сделанными на струйном принтере. С одной стороны гипюр должен выступать за края детали приблизительно на сантиметр. Ткань приклеиваю на столярный клей ПВА.
Чтобы сделать декоративные элементы в молдах, подойдет любая сохнущая на воздухе масса, как покупная, так и самодельная. Также узоры можно сделать в технике Pape Art, используя салфеточные жгутики. Для приклеивания деталей использую клей ПВА. Такой же узор повторяем с другой стороны и оставляем работу до полного высыхания. Грунтую основу белой акриловой краской. В принципе, это делать не обязательно, если основа достаточно светлая. Грунт можно нанести там, где в дальнейшем будет красный цвет. Объемные элементы окрашиваю черной акриловой краской. Черную акриловую краску разбавляю водой и наношу по краю декора, там где соединяются черная и красная краски. Делаю своеобразную растушевку или дымку. Далее красным цветом исправляю все помарки. После высыхания на весь рельеф наношу светло-золотую акриловую краску. Также можно добавить немного бронзы и перламутра. Покрываю работу акриловым лаком. Работу декорирую декоративной кистью и бантиками.
Получилась вот такая интересная подвеска, фактически из подручных материалов. Размер работы, форму, цветовую гамму и декор вы, конечно же, можете выбирать любую другую на свое усмотрение. Еще раз хочу поблагодарить всех своих подписчиков за то, что вы так долго оставались со мной. Спасибо за то, что продолжали верить в то, что я вернусь. Желаю всем вам успехов в творчестве. Пусть вдохновение вас никогда не покидает. Крепкого всем вам здоровья. Берегите себя и своих близких. И самое главное, это мирного неба над головой. До новых встреч!